Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Я поняла, что именно меня пугает и тревожит. Это огромные залежи тканей, и мне надо с ними бороться. А как бороться? Конечно же, разрезать, потом сшить. Подготовим две детали размером 20 на 30 сантиметров. И еще приготовим кусочки разной ширины и длиной 12 сантиметров. Это заготовки для ручек и ножек. Надо их шить вместе длинными сторонами. Ткань у меня букле, и она очень сыпется. Поэтому сшиваем детали с небольшим смещением. Затем разворачиваем и отстрачиваем шов. Полученные детали сворачиваем пополам и прошиваем по двум сторонам. Получаются длинные заготовки. Дальше мы их выворачиваем и набиваем обрезками синтепона. Всего нам надо 2 штуки для ручек и 2, чуть подлиннее, для ножек. А теперь займемся личиком. Обозначим место для глаз и нарисуем рот. Глазницы сделаем из простой ткани. Пришьем кусочки с открытым срезом. Бывало у вас так, что ребенок настойчиво просит купить страшную игрушку. Для взрослых это выглядит тревожно. Интуитивная реакция – запретить или хотя бы насторожиться. Но если посмотреть глубже, то интерес к таким игрушкам имеет важное психологическое значение. Через них ребенок учится встречаться со страхом и управлять им. Детская психика устроена так, что игра – главный способ исследовать мир, проживать эмоции и осваивать новые состояния. В дошкольном и младшем школьном возрасте ребенок сталкивается с целым набором естественных страхов. Темнота, одиночество, монстры под кроватью, наказание, насмешки сверстников. С точки зрения психологии, эти страхи выполняют адаптивную функцию. Они помогают ребенку быть осторожнее и учиться распознавать угрозы. Но просто бояться тяжело. Поэтому психика ищет обходной путь. Сделать пугающий объект своим, превратить его в часть игры. Когда ребенок держит в руках страшную игрушку, он получает символический контроль над тем, что вызывает тревогу. В известном смысле это одомашнивание страха. Ну и какой монстр без зубов? Уж 2-то зуба мы сделаем. Готовые зубы пришьем на линию улыбки, а затем закроем сверху полоской ткани. Конечно же, нашему зеленому монстрику нужны глазки. Пришьем пуговицы. Еще нашему красавчику нужно украшение на голову. Не знаю, что это. Может, ушки, может, корона, может, 2 ушка и шапочка. Возьмем квадратик 10 на 10 сантиметров. Свернем его по диагоналям. Полученные треугольники пришьем к верхнему краю личика. И сразу же присоединим и ручки, и ножки. Я всегда говорю, что если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
Когда все детали на месте, приступаем к окончательной сборке. Деталь для обратной стороны прикладываем лицом к лицу с литчиком и прошиваем по периметру. Все детали ручек и ножек заправляем внутрь игрушки. Оставляем отверстие для выворачивания. Уже сейчас видно, что получается милашечный милаш, очень обаятельный. Но мы все равно набьем ему морду. Оставшиеся отверстия зашьем потайным швом. И получился у нас очаровательный монстр. Старалась сделать его пострашнее. Он и получился. Страшно обаятельный и привлекательный. При взгляде на него так и хочется улыбаться. Ну что сказать? Это пример жизненной стойкости. Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!